Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видеоуроке мы будем декорировать вот этот замечательный торт. Результат этого декора заключается в секретах рецепта сахарной мастики по моему авторскому рецепту. Видеоурок с авторским рецептом можно приобрести. Вся нужная информация есть в описании под видео. Прямо сейчас приглашаю вас на мастер-класс. Мы будем собирать цветочную композицию на покрытие торта в контакт без проволоки. А также я покажу, как работать с самыми сложными молдами, чтобы получить вот такие орнаменты или узоры из мастики. Приглашаю вас всех подписаться на наш канал Тортомания, чтобы не пропускать новых выпусков. Итак, с самого начала мы, наверное, разберемся, как работать вот с такими сложными молдами. Сложность заключается в том, что здесь вот эти узоры, они имеют тонкие углубления, и с обычной мастикой, в принципе, очень сложно работать, и чтобы сделать вот такое изделие. Для моего торта мне понадобится только вот эти две маленькие части. И то один делаю с запасом, если вдруг что-то пойдет не так. Еще мы будем использовать вот такой молд. Этот молд более легкий в работе, но все же с ним тоже возникают сложности, и я тоже покажу, как с ним правильно работать. В данном декоре мы будем использовать нежные пастельные тона, и сейчас окрасим мастику в светлый серый цвет. Мастика должна быть комнатной температуры. Можно ее немножко разомять. И теперь добавляем сюда чуточку черного красителя и чуточку синего красителя. Будем делать два в одном. Будем окрашивать, а заодно и подготовим мастику к работе. То есть хорошо ее разомнем. Вот, в итоге у нас получится такой нежный серый цвет. Сначала сделаем узор из этого молда. Перед работой присыпаем его кукурузным крахмалом и все лишнее стряхиваем. Для данной работы не нужно дополнительно добавлять СМС, нам нужна достаточно эластичная и мягкая мастика. Берем небольшой кусочек окрашенной мастики для работы, а основную часть держим в пищевой пленке. Для работы мне понадобится также вот такой пластиковый нож, рядом кукурузный крахмал и самое главное это руки. Берем небольшой кусочек, кладем сверху и теперь с помощью инструмента стараемся вдавить мастику в каждое углубление. Мы узор будем забивать частями. На качестве декора это не отразится. Вот постепенно берем небольшой кусочек и вдавливаем его в углубление. Если чувствуете, что мастика липнет к инструменту, значит просто берем и присыпаем крахмалом. Сверху у нас будут оставаться излишки, но мы пока их не трогаем. После того, как мы запрессуем часть узора, мы начинаем срезать все лишнее, все, что выходит за рамки нашего рисунка, нашего узора. Аккуратненько кончиком ножа подрезаем и убираем лишнее. И в то же время стараемся вдавить его поглубже, чтобы вот прям нужно почувствовать, что все углубления хорошо заполнены мастикой. Таким способом мы заполняем весь молд. В конце нужно внимательно еще раз посмотреть, все ли мы сделали правильно, как у нас рисунок, нет ли у нас где-нибудь лишней мастики, которая заходит за линию. С этой стороны наш декор выглядит не очень, но с другой стороны он будет выглядеть так, как надо. Если убедились, что все хорошо сделано, теперь аккуратненько вытаскиваем из молда. Начинаем из края, поддеваем понемножку. Сначала поддеваем с одной стороны. А потом с другой стороны. Орнамент кладем под пленку на подносе и продолжаем работать. Здесь углубление намного тоньше и сам рисунок очень сложный. Но мы в принципе делаем то же самое. Припыляем молд кукурузным крахмалом, берем небольшое количество и также
вдавливаем мастику инструментом, как в прошлый раз. Только здесь надо будет немножко потрудиться, потому что вот такие тоненькие линии забивать намного сложнее. Такой молд сложно заполнить, но еще сложнее его потом вытащить. Я сейчас объясню, как это правильно сделать, чтобы у вас получился не деформированным декор. Вот сейчас мы заполнили два таких узора мастикой. И теперь, чтобы потом вытащить такой узор без проблем, поверху нам нужно пройтись обычной влажной кисточкой. И теперь сверху прикрываем пищевой пленкой. Даже можно немножко прижать, чтобы она хорошо держалась. Теперь убираем молд в морозильную камеру на 10-15 минут. А после этого аккуратненько снимаем наш декор вместе с пищевой пленкой. Вот мы аккуратненько снимаем, все держится сразу вместе, оно имеет основу и не расползается и не ломается. Вот прямо в таком состоянии мы его не снимаем, а просто на пищевой пленке кладем на стол и оставляем, чтобы мастика уплотнилась, и мы сможем с ним дальше работать. Таким способом мы делаем весь нужный нам орнамент и складываем на поднос или что-нибудь твердое, и можем оставить до нужного момента, даже на несколько дней. Торт у нас двухэтажный, но не обычный. Первый ярус у нас высотой 6 сантиметров, второй ярус 18 сантиметров. Для данного торта я использовала стабильный крем-ганаш на основе шоколада и шоколадной глазури, где используется масло, сметана, желатин. После того, как мы его выровняем, нам нужно будет нанести легкую текстуру на нижний ярус. Это делается очень просто. Берем небольшой мастихин, можно взять маленький шпатель. Пока крем у нас мягкий, он не затвердел, делаем вот такие пошлепывания в разных направлениях, и у нас получится вот такая интересная текстура. Ставим торт в холодильник, а сами сейчас займемся цветами. Перед тем, как создавать свою композицию, надо иметь хотя бы хоть какое-то представление, какая композиция должна у нас быть, какую тональность нам подобрать, какие цветы мы будем делать. И для этого лучше всего подходит это готовый рисунок цветочной композиции, уже картинка из интернета. Это не обязательно повторить ее с точностью в 100%. Вы можете взять идею, а использовать другие тона. Вы можете взять за идею только один цветок. Сама картинка, само строение цветка желательно, чтобы было у вас перед глазами. И вот по этой картинке вот будете работать и смотрите на картинку. Так будет намного легче. Я уже говорила, что мы делаем композицию в нежных пастельных тонах. Для цветов я окрасила мастику в нежный персиковый цвет. Если в соотношении, то 2 части желтого и 1 часть розового. Такой тон нам нужен, учитывая то, что мы еще будем тонировать лепестки, поэтому такой он светлый у нас должен быть. Теперь мы будем работать с одной вырубкой. Размеры я напишу в описании под видео. Можно взять любой вайнер для лепестка, здесь не имеет никакого значения. Ну и сама окрашенная мастика, небольшое количество. Начинаем как обычно. Раскатываем тонко мастику, присыпая крахмалом. И теперь вырезаем
лепестки вырубкой столько лепестков, сколько у нас получится. Нам понадобится много. Для данной композиции я где-то делала до 50 лепестков. Вот, вырезаем лепестки, полностью все, что у нас получится. После этого обрабатываем лепестки вайнером и складываем на мате. После этого нам нужно лепестки утончить. Здесь можем работать либо стеком Дрезден, либо шариком, кому как. Вот нам нужно сделать на лепестках красивые изгибы и утончить края. Обрабатываем также каждый лепесток. И теперь нам нужно лепестки сложить на сушку приблизительно на час, чтобы лепестки у нас зафиксировались. Обратите внимание, как я ставлю лепестки на сушку. Некоторые лежат в углублении, некоторые лежат сверху, наоборот. Как лепестки будут лежать, они лежат все хаотично и вот так и зафиксируются. Перед сборкой композиции лепестки нужно затонировать. Я тонирую ярким розовым. Тонируем только у основания до середины. Можно где-то мазнуть сверху, но тут уже, как говорится, если хотите более яркий цветок, то можете затонировать большую часть лепестка. Тонируем все лепестки и сейчас будем переходить к декорированию. У нас уже все готово, будем сейчас декорировать торт. Торт у нас охлажденный, и сначала мы поклеим основу под цветы, это наш ажурный орнамент. Крепим его просто на кремовое покрытие. Теперь прикрепим наши узорчики снизу. Ну, здесь все просто. Они как раз идеально подходят по размеру. И теперь переходим к самому главному. Будем собирать цветок. Смотрите, берем один лепесток. Будем делать цветок в 2 ряда. Это будет крайний ряд, нижний ряд. Укорачиваем лепесток, отрываем кончик основания. Просто прикладываем к покрытию и слегка прижимаем. Следующий лепесток точно так же отрываем у основания, крепим второй лепесток на покрытие, накрываем частью этого лепестка предыдущий лепесток и так идем по кругу. Последний лепесток, чтобы не нарушать схему, приклеиваем между первым и последним. Вот пропихиваем немножко, чтобы все хорошо держалось. Можно подправить стеком у основания, а концы лепестков были свободными. И теперь делаем второй ряд. Перед этим проходимся влажной кисточкой, смазываем у основания лепестки. Кладем лепесток второго ряда, кладем его так, немножко сдвигая. Лепестки второго ряда сдвигаем на несколько миллиметров к центру. И теперь точно так же идем по кругу, выкладывая лепестки. Не забывайте, что нужно время от времени поправлять лепестки инструментом, чтобы они не залипали друг к другу, а оставались легкими и воздушными. И вот у нас такой цветочек получился. Теперь сделаем листочки для этой композиции. Для этого берем мастику, окрашенную в салатовый цвет, и берем тот же серый, который мы уже использовали, и смешиваем. В итоге у нас получится такой интересный пастельный зеленый оттенок. Чтобы все получилось быстро, можем взять обычный вайнер с листками и просто делаем листочки разного размера. Тут уже даже и вырезать ничего не нужно, делается очень быстро. На некоторых листках делаем вот такие хвостики. Делаем таких листочков, ну, возможно, 8-9. И сейчас будем дальше создавать нашу композицию. Теперь крепим листки. Много не нужно, потому что у нас еще будет еще один цветок открытый, еще один закрытый. Поэтому так, с листками не переборщите. Но, в принципе, все зависит, какая у вас композиция. У меня будет их немного. Вот, думаю, что достаточно. И сейчас сделаем еще один цветок. Мы его сформируем немного пониже. Я уже не буду комментировать, просто наблюдайте за руками.
И сверху сделаем один цветок, который не раскрылся. Он создается из 3 лепестков. Один лепесток приклеиваем обычный. И 2 боковых лепестка я так как бы сильно завернула. Снизу мы сымитируем чашелистик. И прикроем это все еще одним листком обычным, стандартным. Ну и в данной композиции я использовала еще несколько обычных цветков из белой мастики. Вот видите, наша композиция уже вырисовывается, в принципе, достаточно красиво получается. Сейчас сделаем сердцевинку. Берем обычное маленькое сито и сюда продавливаем мастику, окрашенную в желтый цвет. Сымитируем тычинки. Срезаем небольшое количество, формируем как будто кружок, чтобы оно выглядело как сердцевинка цветка. И также крепим в центр цветка. И последний штрих, как говорится, будем имитировать ленточку. Я ее буду делать тоже серого цвета, но в данном случае я уже использую не сахарную рисовую мастику, а шелковую гибкую. Она идеально подходит для такого декора, потому что очень тонко раскатывается, прямо-таки ее можно раскатать тонко, как ткань шелка. Издалека, в принципе, сложно отличить, что эта ленточка сделана из мастики, а не настоящая. Настолько тонко раскатывается она. Я вырезала 3 полоски и сейчас будем тут колдовать. У меня была цель создать декор из ленточек, чтобы показать, насколько они легкие, воздушные, как бы развиваются на ветру. Поэтому вот будем крепить таким способом. Одну вот сюда с изгибами, вторую с другой стороны. Теперь, чтобы прикрепить боковой топпер, он у меня пластиковый. Вот берем обычную проволоку белую, номер 24, просто загибаем как бы и фиксируем ее на удобном месте на топпере. Скручиваем, и таким образом мы сможем спокойно зафиксировать боковой топпер сверху. И теперь нам надо еще пристроить еще один кусочек ленточки, как бы завершить нашу композицию. Вот мы сейчас тут такого наколдуем. Надо будет ее протянуть и красиво уложить под топпером и сверху, чтобы она как бы обвивала этот топпер. Ну вот таким образом у меня получилось. Все, осталось только все подправить, расправить. И наш тортик уже почти готов. По-моему, получилось очень оригинально. Мне нравится вот эта нежность. Ну, а самое главное, я хотела вам показать и рассказать методы работы с молдами и формирования цветов прямо на торте. Искренне надеюсь, что этот выпуск был для вас интересным и полезным. А перед тем, как попрощаться, хочу напомнить вам, не забывайте подписываться на канал Тортомания, чтобы не пропускать новых интересных выпусков. Всем до свидания, до новых встреч!